Всем здорово и добро пожаловать в экспедицию в Сан-Андреас. Спросите меня, что же мы будем там делать? Да все что угодно. Вот буквально, от велосипеда до полностью неуязвимого транспорта, от мельчайших багов до ломания скрипта игры. Я постараюсь рассказать и показать все, что только можно сделать, представить себе. И даже то, что не особо имеет смысл. Самой целью экспедиции будет показать, насколько уникальна игра сама по себе, под разными углами. И, что самое интересное, вы также можете поучаствовать в этом, предложив мне свои идеи для будущих эпизодов. Если же вам понравится подобный формат, subscribe. Ну, пока на этом все, и желаю приятного просмотра. Oh shit. Here we go again. И, пожалуй, первым, чем мы займемся, это заработаем немного денег. Потому что $350 это объективно мало для наших целей. Мы захватим с собой немного оружия. И будем фармиться на балласах и наркоторговцах, с которых падают и деньги, и оружие. Параллельно прокачиваем и навыки велосипеда, оружие, уважение и криминальный рейтинг. На ранней стадии полиция может нам мешать, поэтому мы будем собирать взяточные звезды. Возможно, кто-то хочет меня спросить, почему я просто не поеду в Paint Spray. Если честно, то до этого момента я вообще не знал об этой надписи. Про криминальный рейтинг я расскажу потом, но пока что... В общем, скилл велика прокачивается, а скоро, как обычно, калечит людей. Насобирали мы достаточно для покупки нашей первой недвижимости, так что едем покупать. Вот. BMX пока будет отдыхать, он нам понадобится потом. А вот и первый сейф-спот из 6 нам доступных, так что галочка. Интересный факт, когда сохраняешь, когда ты еще не сделал ни одной миссии, сейф называется In the Beginning. И как вы думаете, куда бы мы поехали приумножаться? Это наш первый выигрыш. И через 20 минут второй. 1,5 миллиона... Да, я мог бы сделать больше. Но мне интересно, насколько мне хватит этой суммы. Вот и наша вторая недвижимость. Третья — это дом возле пляжа Санта-Мария. Четвертая — немного за городом. 120 тысяч? За что? Тут даже интерьер не какой-то особенный. Да, там есть гараж, конечно. Он даже с особенностью, но... Ладно, неважно. Так, что там у нас по карте? А, ну да, я ж еще не везде катался, кстати. Предлагаю же это исправить. Заодно немного скилл пилотирования подкачаем. Ну, это обидно, конечно, но не должно сильно помешать нам. Кстати, погода еще ужасно нелетная, еще с этим крылом это жесть. А вот это я чувствую конечное. Хотя я все еще лечу, вроде все нормально. Ладно, но это вроде как последняя зона была. Да, все, вот, вся карта, пожалуйста. Очень много недоступной нам недвижимости, но я, если честно, даже боюсь представить, сколько нам нужно пройти пути, чтобы это все заиметь. Я тут решил на обратном пути, может быть, мне получится миниган заиметь.
Боюсь, что нет. Остается докупить последние две недвижимости. Это у нас 5-я. И это у нас будет 6-я. В скобочках она же последняя. И теперь, без преувеличений, мы владеем всем Лос-Сантоса. Ну, по крайней мере, тем, чем мы можем здесь завладеть. Если у вас есть идеи, что я еще могу купить в Лос-Сантосе, то напишите в комментах. Так, ну... Да, здесь подойдет. Здесь мы будем заниматься массовым геноцидом полицейских. И мне нужно было место с торговым автоматом, к которому я смогу бегать и хилиться время от времени. Так вот, а кроме того, что мне нужно оружие и на нем же развивать умение, как им пользоваться, мне также нужно уважение, которое я получаю за различные действия. На данный момент я могу его повысить за счет ликвидации балласов, наркоторговцев и полицейских. Также на это влияет, как ты выглядишь и сколько у тебя денег. Ну а нужно нам это все для того, чтобы мы могли больше вербовать своих ребят из банды и то, с каким оружием они будут с тобой бегать. Так, ну я в целом нафармил сколько мне надо. Так, не-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 нет! Дядя, спрячь свой дробовик! А ты что тут забыл? Стой, 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 нет! О, докачали пистолетный скилл. Будем теперь бегать с 2 миллиметровыми и можно вычеркивать из списка дел. Так, ну я думаю, этого мне хватит. Надолго еще. Ну и наконец-то бежим сейвиться. Хотите что-то интересное я покажу? Вообще, по-нормальному, у нас тату-салоны открываются после миссии райдера. Но в Лас-Вентурасе по каким-то причинам есть один незакрытый салон для нас. Вот он здесь. К слову, его даже на карте нет. Ну и, собственно, вот он. Давайте же преобразуем нашего уважаемого. На самом деле, здесь выбор наколок невелик, но можно выбрать аж 8 частей тел. Вообще-то нет, не full life, тут есть опция Remove Tattoo. Ну, согласитесь, это более разнообразно, чем бегать в белой майке. Особенно с учетом того, что одежда нам откроется еще не скоро. И поскольку в Лос-Сантос мы будем возвращаться через аэропорт, то возвращаться мы будем не с пустыми руками. Тут должна быть где-то ракетница. Да, вот она. О, дымовая граната нам пригодится. Иди ко мне, мой хороший. Велосипед не только является иконой игры, но и настоящий имбой. Если убрать ограничения кадров и в управлении поставить альтернативную атаку, он же прыжок, на прокрут колеса мышки, то теперь при прокруте мы сможем прыгать выше, чем обычно. Ну круто же! Как альтернативу колесику можно зажать прыжок и в нужный момент нажать на выстрел. Тогда мы также подпрыгнем довольно высоко, что работает и с ограничителем кадров. А, это моя остановочка. Помните, мы с вами в аэропорту нашли дымовые гранаты? Вот сейчас мы их и реализуем. Увы, я не знаю, как это работает на языке скриптов, но выглядит эффектно. Нифига расстояние. Ну и пока я тут развлекаюсь, я затрону криминальный рейтинг, который упоминал ранее. Это фишка всех GTA в 3D вселенной, где за каждый совершенный криминал ты получаешь очки. А они никак не влияют на игру, они лишь наделяют тебя статусом, кто ты сейчас в криминальном мире. И самый уважаемый, крутой и высший статус — это Король Сан-Андреаса, который достигается от 1 000 000 поинтов рейтинга. Кому будет интересно, в описании я оставлю ссылочку на вики почитать. И последнее, чем мы сегодня займемся, это BMX Challenge. Для него как раз нужен немного скилл велосипеда, чтобы нас спустило в эту, так сказать, мини-игру. Здесь все довольно просто. Собираешь кольца, они тебе дают плюс 10 секунд к таймеру. Собираешь их все, ты прошел челлендж. Но тут есть одна механика интересная, сейчас попробую показать. Не получилось сейчас. Вот. Если собрать одно кольцо, именно попасть в тайминг, то таймер убирается, и мы спокойно можем кататься их собирать без напряга о том, что у нас выйдет время. А еще я хочу попробовать использовать трюк с колесиком, только мне нужно будет выключить обратно ограничитель кадров в секунду. Вау. Как они быстро крутятся. Ну и как раз здесь можно и докачать наш скилл велосипедный, кстати. Так, прошли. Минута 55. Ну, кстати. Так, посмотрим. Окей.
я хочу попробовать. Единственное, что там ранее использовал трюк с прыжком и атакой, чтобы высоко прыгать. Но у меня с этим не все гладко. Ох, неужели? О, я уже тут настолько долго парюсь, что у меня теперь велосипедный скилл прокачался. Честно говоря, мне так впадло вот этот вот баг делать с атакой и прыжком. Я попробую лучше на колесико его сделать. 1 hour later. В общем, я готов вам представить свою лучшую попытку из всех, что я смог сделать. Здесь мы делаем прыжок от одного кольца к другому. Здесь тоже можем прыгнуть, чтобы чуть бустануться вперед. Здесь мы прыгаем к заборчику, главное не перелететь за него. Здесь надо с выступа прыгнуть, чтобы задеть это кольцо. Здесь надо так пафосно развернуться. Здесь надо чуть-чуть выше прыгнуть, чтобы два этих кольца задеть. Здесь развернуться. Потом вот здесь самый сложный прыжок, кстати. Здесь желательно за столбик заехать. И у нас 29.63. Я думаю, это прекрасно. Из всех раннеров мы сумели занять 4-е место. Думаю, можно и лучше, конечно, но пока я этим доволен. Ну что же, надеюсь, вам понравился данный эпизод, видос. И если это так, то не стесняйтесь поддержать его как сможете. Я буду очень признателен вам. И пишите, что хотели бы вы увидеть в следующих эпизодах. Я буду себя пополнять список дел и сделаем все как можно подробнее, детальнее, интереснее и подобное. Вот. Спасибо, что смотрели, и до новых встреч.